В любом иммигрантском сообществе есть люди, которые ходят на правильные митинги, говорят правильные вещи и при этом отправляют отчеты в Москву. Я покажу вам, как это устроено. Я бывший сотрудник второй службы ФСБ. Уехал я из России еще до начала войны, поэтому дальше не то, что я делал лично, а то, как устроена система, которую я знаю изнутри, примененную уже к новой реальности. Начнем с базовой механики, без нее дальше не будет понятно, почему конкретные случаи выглядят именно так. Инструментов у российских спецслужб для работы с диаспорой несколько, и они комбинируются. Первое — это давление через родственников, оставшихся в России. Механика следующая. Устанавливают, что у объекта в России, скажем, живут родители или другие близкие люди, к которым есть очень сильная эмоциональная привязка. Дальше сигнал обычно не напрямую, а через обстоятельства. Против отца внезапно заводят административные дела за мелкое нарушение, мать вызывает на профилактическую беседу, у кого-то из семьи возникают проблемы на работе или с документами. Формулировка, которую передают уехавшему, как правило, мягкая. С вашими родителями или с близкими людьми могут возникнуть сложности, если вы не пойдете на контакт. Прямые угрозы почти никогда не звучат. На самом деле обычно достаточно, чтобы релокант сам понял, у системы есть доступ к его семье, и она может этим доступом воспользоваться в любой момент. Второе — это вербовка и координация через цифровые платформы. Чаще всего через Telegram, анонимно, без личного контакта. Механика конкретная. В чатах поиска работы размещается объявление о легком заработке с одноразовых аккаунтов, часто зарегистрированных на номера Индии, Ирана или арабских стран. Переписка идет с вербовщиком, которого невозможно вычислить по аккаунту. Задачи специально дробят на мелкие фрагменты так, чтобы каждый исполнитель видел только свой фрагмент и не мог сдать всю цепочку, даже если попадется. Третий — финансовая мотивация. И здесь есть конкретные цифры из открытых расследований. Так, к примеру, предлагают $1500 за поджог военной техники НАТО в Литве, 3000 за атаку на украинский объект в Польше, столько же за поджог офиса украинской организации в Латвии. Задача попроще — установить камеру, распространить листовки, сфотографировать объект. Оплачиваются меньше, но по той же логике. Разовая услуга за конкретную сумму без объяснения, для кого это делается. Четвертое — это эксплуатация административных уязвимостей. Проблемы с визой, видом на жительство. Документы становятся рычагом для принудительного сотрудничества под угрозой депортации. Есть задокументированные случаи, человека, добивавшегося убежища в США, пытались склонить к сотрудничеству путем угроз, что если он не станет сотрудничать с ФСБ, его жену арестуют, а самому ему навсегда закроют въезд в Россию. Таких прецедентов достаточно. В данном случае именно этот прецедент приобрел публичную форму. Отдельно ФСБ регулярно вызывает на опросы россиян с визами из западных стран, уже после их возвращения. Не как обвиняемых, просто побеседовать. Куда ездили и с кем могли контактировать. Формального дела при этом может и не быть вообще. Сама беседа уже создает досье и психологический рычаг на будущее. И нередко на таких встречах оперативные сотрудники ФСБ начинают склонять граждан к дальнейшему сотрудничеству. У этого процесса есть конкретные площадки. Не абстрактный поиск в интернете, а реальные места, куда люди приходят сами. И где по итогу проводятся мероприятия по вербовке. Мероприятия при посольствах, культурные вечера, русский дом и подобные площадки. Удобная точка контакта. Человек приходит сам добровольно, что снимает часть подозрительности самой ситуации. На таких мероприятиях к посетителям присматриваются. Кто выделяется активностью, кто задает вопросы, кто готов взять на себя организационную роль. По итогам такие наблюдения докладываются. Кто выглядит более перспективным, какие у человека взгляды, какие интересы, возможная мотивация, есть ли проблемы финансовые или с документами, а может личные. Это мероприятие по сбору данных для оценки, кого стоит вообще разрабатывать дальше. Отдельная площадка — это православные храмы на территории Евросоюза, где часть священников поддерживает контакт со светскими структурами. Здесь механика работает даже эффективнее. Человек в храме расслаблен и откровенен.
Это одна из немногих сред, где мигрант сам добровольно и регулярно годами формирует круг знакомств и делится личным. Давление здесь выстраивается не напрямую, а через понятие патриотизма и долга перед Родиной, увязанные с религиозным языком. Сотрудничество подается не как услуга спецслужбе, а как богоугодное дело, исполнение долга перед верой и страной одновременно. Про этот случай я уже упоминал в одном из прошлых видео. Тогда процесс еще шел, сейчас есть уже развязка. Игорь Рогов, бывший заместитель координатора штаба Навального в городе Саранск, позже сотрудник «Открытой России». В 2020-м его задерживали и избивали в Минске на протестах. Биография настоящая, не выдуманная с нуля. И это ключевая деталь метода. Когда человек уже реально оппозиционер, легенду строить не нужно. Нужен только повод для отъезда. После начала полномасштабной войны Рогов получил политическое убежище в Польше. По данным следствия, завербован он был еще до отъезда под давлением и угрозами. С февраля по август 2022 года он собирал данные на живущих в Польше российских оппозиционеров и на организации, которые им помогали. Информацию передавал жене, та вывозила ее в Россию на зашифрованном носителе во время поездок. 9 июля этого года суд в Сосновце приговорил Рогова к 7 годам лишения свободы, его жену Ирину к 3 годам за пособничество. Процесс шел в закрытом режиме по формулировке суда из-за политического характера дела. Схема проще, чем кажется со стороны. Не нужно годами выстраивать легенду с нуля. Нужно взять человека с уже реально проверяемой историей и создать повод для его отъезда. Уголовное дело, задержание, что угодно достаточно тяжелое, чтобы убежище выглядело обоснованным. Я видел эту схему и с другой стороны. Не с Роговым, про этот случай я тоже рассказывал раньше. Схема та же, есть эпизод, за который можно посадить. И вместо посадки сделка, сотрудничество в обмен на свободу. Иногда еще и с финансовой поддержкой придачи. И это не единственный способ найти источника среди уехавших. Есть более массовые варианты без всякого принуждения. Расследование Центра Досье описывает агентурную сеть в Латвии, которая следит за украинцами и поддерживающими Украину россиянами в Европе. Состав сети обычные люди. Охранник супермаркета в Риге, автор книг, предприниматель с долгами. Один из информаторов прямо на рабочем месте в супермаркете отслеживает посетителей, говорящих по-украински или носящих украинскую символику, фотографирует номера машин, пробивает владельцев по местным базам и передает куратору. Разница с Роговым не в профессионализме. Рогов тоже не кадровый разведчик, а завербованный под давлением человек. И Рогов, и другие — это информаторы, но разница здесь в мотиве. Рогов был завербованным под давлением и угрозами в обмен на свободу и начал сотрудничать. Информаторы в Латвии, как правило, это идеология и деньги, без принуждения. Метод в обоих случаях один — искать среди тех, у кого уже есть подходящая позиция и доступ к определенной информации, а не готовить для этой задачи действующего сотрудника, которому нужно будет обеспечить документы прикрытия и глубокое легендирование. И вот момент, где мне нужно быть с вами предельно честным насчет того, что я знаю, а что нет. Я уехал из России еще до войны, того, о чем я расскажу дальше, я не видел лично и не могу утверждать как факт службы. Но меня учили мыслить определенными категориями, и глядя на то, как сегодня устроена система защиты в Евросоюзе, я вижу готовый инструмент, которым было бы странно не воспользоваться. С марта 2022 года в ЕС действует директива о временной защите. Граждане Украины получают статус почти автоматически, без необходимости доказывать индивидуальное преследование. В отличие от обычной процедуры убежища, которую прошел Рогов, и где даже при настоящей биографии процесс занимает месяцы проверки, а то и годы со стороны принимающей страны, логика простая. Гражданин Украины, проживающий на территории России, теоретически может быть направлен в Европу с легендой, не смог больше жить на территории агрессора, и получить статус без долгой проверки, которая обязательна для россиянина. Подчеркиваю, это моя аналитическая реконструкция, основанная на том, как устроено оперативное мышление, а не пересказ конкретной операции, о которой мне известно. При всей эффективности у этой модели есть слабое место, и оно видно на примере уже разобранных случаев.
Любая легенда, даже самая качественная, требует постоянного контакта с центром, передачи информации, получения новых задач. Рогов и его сеть в итоге вычислили не потому, что легенда была плохой, а потому что связь с Москвой рано или поздно оставляет свой след. Переводы, поездки жены с носителем данных, регулярность контактов. Массовая сеть вроде латвийской устроена иначе. У нее есть свой предел. Информаторы без подготовки чаще совершают ошибки, привлекающие внимание. Слишком активный интерес к конкретным людям, нетипичное поведение. Оба уровня объединяет одно. Чем дольше длится операция и чем больше данных передается, тем больше накапливается точек, по которым ее можно вычислить. Разовое действие остается почти невидимым, но системная работа рано или поздно создает закономерность. Раз мы разобрали механику, логично ответить и на практический вопрос. Что делать, если вербуют именно вас? Первое. Прекратить контакт сразу, без объяснения и без вежливого «я подумаю». Любой ответ, даже отказ, подтверждает, что с вами вообще можно разговаривать и что канал связи в принципе работает. Второе. Зафиксировать все. Скриншоты переписки, номера, время звонков. Это не для расследования, которое вы проведете сами, а материал для профессионалов и доказательства на случай, если давление продолжится. Третье. Обратитесь к юристам сразу. Не пытайтесь разобраться в одиночку. Ну, к примеру, такие организации, как Первый отдел, существуют именно для подобных случаев и умеют работать с этим типом дел. Четвертое. Если давление идет через угрозу родственникам в России, это самый тяжелый вариант, и я не буду делать вид, что здесь есть простое решение, но изоляция – это часть метода. Вас намеренно ставят в положение, где кажется, что решать нужно в одиночку молча. Разговор с юристом или правозащитная организация эту изоляцию как минимум снимает. Пятое. Не соглашаться на один раз и по мелочи. Схема строится на постепенном вовлечении. Сначала простая просьба, потом посерьезнее. Первый шаг создает всегда рычаг для второго. Я не рассказываю это, чтобы посеять подозрительность каждому человеку в диаспоре. Большинство уехавших вообще не имеют никакого отношения к спецслужбам. Рассказываю, чтобы вы видели механику. Легенда работает тем лучше, чем она правдивее. А вычисляется не по словам, а по системности действий и по тому, куда в итоге уходит собранная информация. Если вы досмотрели до этого момента, вы уже понимаете эту систему точнее, чем большинство тех, кто пишет о ней со стороны. Подпишитесь. Новые разборы выходят регулярно, и без подписки вы их, скорее всего, не увидите. И если хотите больше, чем разбор системы, у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании и в комментариях. Там я разбираю текущие новости, политику и события со своим мнением без купюр. Там же можно написать мне напрямую с любым вопросом. Постараюсь ответить. С вами был Вадим Майоров. Берегите себя. До новых встреч.